Всем привет, ребята, это Дофа Трейдинг. Сегодня видео не будет очень длинным, я постараюсь быстро и вкратце рассказать вам и по техническому анализу информацию, и также по объему локально я покажу, от каких зон мы с вами можем оттолкнуться и глобально, что изменилось в нашей структуре вообще по биткоину на 2025 год. Если оценивать таймфреймы, да, мы будем с вами двигаться от крупного к более мелкому таймфрейму. И на месячном таймфрейме что мы с вами видим? Есть зона 58 и 69, да? То есть вот эта зона, это месячный наш таймфрейм, тут крупная поддержка. Мы тут с вами видим, что была проторговка в районе хая, очень мощная на месячном таймфрейме. Здесь на месячном таймфрейме биткоин двигается над 8 EMA линией. И открылась уже новая месячная свеча, да, сегодня 1 марта, 11 часов вечера. И мы видим, что находимся мы над 8 EMA линией. То есть вот такие вот проколы, да, вот такие вот падения, пока они находятся над 8 EMA линией, это не страшно на месячном таймфрейме. По Боллинджеру, если смотреть, мы все еще в верхнем кармане, то есть между 8 EMA линией и верхней полосой Боллинджера. Это на месяце. То есть глобально пока еще страшного ничего не произошло на месячном таймфрейме. На недельке мы увидели, что активная фаза роста на биткоине закончилась. В данном месте была попытка развернуться, как это мы видели здесь, но у нас это не получилось. И мы упали очень резко. За одну неделю мы потеряли с вами 18% в моменте. Почему это произошло? Вы все знаете, что по объемам здесь очень крупный такой был блок. Мы его, когда пробили и опустились на нижнюю границу зоны стоимости нашего рейнджа, которая находилась на 91 тысяче, здесь я продал биткоин, потому что ожидалось, конечно, дальше снижение. Мы об этом снижении поговорим с вами. Вот, на недельке, то есть ситуация, конечно, такая негативная, потому что в ближайшее время какого-то сильного роста, да, не будет. Как это было здесь, когда мы опустились под недельку, отскоки, конечно, были, но дальше биткоин так быстро и просто не развернулся. Также мы с вами понимаем, что на возврате нас будет ждать вот тот самый крупный блок объема, с которого мы свалились с вами. На трехдневном таймфрейме, да, что интересного по техническому анализу. Мы видим вот эту черную 100-ю EMA линию, как мы опускались очень сильным падением вот тут, перед началом бычьего рынка, да, то есть мы здесь пытались пробить ключевой уровень, да, который мы всегда пытаемся пробить перед началом нового бычьего рынка, каждый цикл. То есть это мы с вами не будем рассматривать. Вот это вот падение на 100-ю EMA линию, потому что оно было до бычьего рынка. Здесь мы что видим? Оттолкнулись от первых трех EMA линий 8.21 и 34. Здесь очень красиво, наглядно видно, как при падении на 100-ю EMA линию черную происходит в течение одной недели такой быстренький разворот, да, то есть это 6 дней. Да, мы клюем сюда, но отскакиваем бодро. То есть, да, мы можем отскочить, конечно, но нужно смотреть, куда этот отскок будет идти и по кластерам, по объемам будут ли покупки. Значит, здесь и даже на втором падении мы закололи, но трехдневный таймфрейм закрылся все равно над 100-й EMA линией. И здесь тоже такая же история была. 100-ю EMA линию нам не удалось пробить. Поэтому за трехдневным таймфреймом мы будем теперь тоже наблюдать. При пробитии 100-й EMA линии мы с вами упадем на 65 тысяч. Но там тоже все не так просто. Это нужно понимать. Я вам сейчас покажу об этом всем. Пока про 65 тысяч мы не говорим, потому что здесь есть 100-я EMA линия, и все понимают, что вот тут, это на месячном таймфрейме, крупнейшая зона от 73 до 75, вот этот вот блок фиолетовый, он очень мощный. Он даже начинается на 69 и вплоть до 75. Очень-очень мощный блок. И тут на трехдневке пока еще нет признаков того, что мы будем падать, учитывая то, что индикаторы все у нас очень сильно перепроданы. Очень-очень сильно. RSI практически, дальше падать некуда, потому что если мы упадем еще сильнее на трехдневке, да, в тот же район 200-й EMA линии, на вот эту месячную поддержку, если мы туда упадем, то мы окажемся по RSI на значениях, когда была капитуляция рынка и вообще заканчивался медвежий рынок. То есть вот настолько сильная перепроданность будет на этом уровне, на этой отметке.
Да? То есть трехдневка, она выглядит очень мощно, и вот таким вот образом она может разворачиваться. Да? Это дело может даже и поглотиться. Какие же у нас будут тогда сопротивления вверху? Это будет район 89, потом это будет район 93 тысяч, что соответствует нижней границе вот этого нашего флета. Кстати, очень важный момент — это то, что мы пока еще находимся в рамках, несмотря на этот прокол такой серьезный, в рамках вот этого блока технического анализа. Мы его еще пока не потеряли. Да? И если будет все-таки это движение развиваться так, что мы упадем еще раз, и тут на мелких таймфреймах будет отскок от этой вот области, да, вот этой области, тогда да, мы можем ждать каскадное падение еще ниже на вот этот вот уровень. Вот. То, что на мелких таймфреймах, оно нам подскажет, да, как эта ситуация будет развиваться. Например, мы видим с вами объемы прошлой недели, да, это с 24 февраля. Вот это вот объем месячный. Мы видим, что максимальный объем на недельке, он в районе 85. И здесь у нас уже как бы новая неделя будет открываться в понедельник, да, еще один день в воскресенье до закрытия недельки. И мы с вами понимаем, что здесь есть все-таки крупные объемы. Это мы не будем с вами брать. Вот здесь есть основная такая вспышка объема Point of Control, POC, и она располагается 85-83. На нее нам и нужно будет ориентироваться. Здесь в рамках такого расширяющегося клина сформировалась POC на уровне 85. Вот это падение было с вот такими вот импульсами вверх-вниз, потом импульс вот этот вот глобальный и мощный отскок. Поэтому если мы все-таки здесь сможем закрепиться, это будет как V-shape, да, такой V-образный разворот. Вызовем скорую помощь? Да, не помешало бы. И тогда, конечно же, мы будем двигаться вверх. И вспоминаете, да, то, что я говорил немножко ранее. Вот эти вот наши EMA-линии на трехдневке, они и будут служить для нас такими ориентирами для сопротивления. Да? По биткоину это будет сопротивление. Здесь в этом блоке объемов нету, объем начинается уже на уровне 90. Да? То есть мы будем, если разворачиваться по типу V-образно, тогда мы будем встречать и сопротивление уже исходя из тех объемов, которые у нас есть. Поэтому локально для нас ориентиром выступает вот данная ситуация, которая сложилась. Локально мы можем опираться только на объем недельный предыдущей, да, недели. Вот. На дневке вот как это дело выглядит. Да? Вот, объемы у нас начинаются на уровне тут вот, 87, 91, да, 92. И, понятно, такая сильная тотальная область 95-99. И последний объем располагается на уровне 101 и здесь вот 103-105. Это здесь у нас уровень расширения Фибоначчи, да, 127 вообще глобальный. То есть то, что является глобальным сопротивлением для биткоина, это 103 600. Да. Мы, собственно говоря, от этого 127 уровня и упали вниз. Почему я не думаю, что здесь и дальше это падение может продолжиться? Конечно, я подстраховался, поэтому здесь были продажи для того, чтобы, если мы так сильно все-таки нырнем и будет какой-то черный лебедь непредсказуемый на рынке, чтобы я мог в данной точке в рамках вот этого объема здесь докупить какую-то ликвидную альту от топ-100 до топ-300 и, возможно, биткоин и эфириум. Почему такое может произойти? Потому что мы видим, что здесь нет у нас объема. И объем, вот где начинается, на уровне 71. Да, это то, что я вот тут вот фиолетовым блоком и отметил. Вот то, что вы здесь видите. Вот этот наш фиолетовый блок. Поэтому чисто теоретически мы можем как-то здесь расторговаться. После неудачной попытки выйти вверх мы можем упасть сюда и потом только после этого развернуться. Помним, что по вилам Шифа у нас вот эта вот вся область, она является распределением. Вот. Это область распределения, и здесь по-хорошему в этой области у нас должен быть альтсезон. Мы его так-то и видели, да, только он очень быстро закончился в декабре. Вот, в ноябре действительно альта очень сильно выросла, там XRP все постреляло. Вот, поэтому при повторном заходе в данную область снова альта будет стрелять. И на самом деле не вся альта очень сильно себя плохо сейчас чувствует.
Вот. Так что вы видите вот эти вот мощные области. В этом объеме точка контроля POC располагается на уровне 67. Поэтому при негативном сценарии, если локально то, что я вам только что показал, не отыграет и не развернет цену, может тогда быть такой прокол до этого уровня, где тело свечи будет закрываться здесь, тень может погрузиться, конечно, сквозь вот этот вот весь объем, но это будет тень. И может быть падение вплоть там до 60 даже, да, и ниже, но это только тенью. То есть здесь страдания будут в рамках нескольких дней всего. Потом отсюда будет отскок, если такое вообще произойдет. Вы сами видите, насколько здесь много объемов. Понимаете же, что мы не просто так в этой области торговались, ребята. Вот эти вот все объемы мы собирали много месяцев в рамках исторического хая предыдущего, да, не просто так, для того, чтобы сформировать там мощную поддержку. Поэтому здесь нужно наблюдать сейчас за объемами недельными, для того, чтобы понять локально, куда это все дело выйдет и развернется. И не забывать про эфириум, который очень сильно перепродан по отношению к биткоину, очень сильно отстает. Да, он выглядит очень плохо, но мы все с вами знаем, что когда выглядят инструменты, альткоины, криптовалюта выглядит хорошо, тогда уже покупать поздно. Поэтому ставьте лайки, обязательно подписывайтесь, ставьте стоп-лоссы, не забывайте про наши социальные сети, Telegram, Instagram с обучающим материалом. Всех обнял, всем желаю профита.